Здравствуйте! Сегодня мы познакомим вас с неуловимой викуньей, чья шерсть стоит дороже золота. Например, в северной части Боливии 1 килограмм этой шерсти продается за $370, а когда товары из шерсти появятся на прилавках в Италии, то пальто из шерсти викуньи уже может стоить около $35 тысяч. Викунья принадлежит семейству верблюдовых подотряда мозоленогих. Из всех своих сородичей, таких как гуанако и лама, является самой маленькой. Прописку имеет в западной части Южной Америки, а именно в высокогорьях Анд. Инки считали, что это реинкарнация красивой женщины, получившей золотое пальто в обмен на брак с отвратительным королем. По этой причине только королевским особам инков разрешалось носить одежду из шерсти викуньи. Шерсть викуньи роскошно мягкая и очень функциональная. На равнинах, где обитают викуньи, температура ночью может опускаться до нуля. Благодаря биологической адаптации, их шерсть согревает их всю ночь, удерживая тепло близко к телу. Скотоводческие общины в Боливии, Перу и других странах Южной Америки, где разводят викунью, могут стричь ее шерсть только один раз в 2 года. Сегодня усилия по охране окружающей среды обеспечили процветание викуньи в ее естественной среде обитания. Защитники природы и местные сообщества сотрудничают в плане охраны дикого стада викуньи. Так почему же шерсть из викуньи такая дорогая? Прежде всего, шерсть викуньи очень тонкая по сравнению с другими мехами. Плотность шерсти измеряется в микронах. Взрослая викунья производит шерсть размером 13 микрон. Сравните это с шерстью альпаки толщиной от 22 до 24 микрон или с шерстью ламы толщиной около 30 микрон. Это одна из причин того, что делает этот шелковистый, густой, ультратонкий мех викуньи самой дорогой шерстью в мире. Вторая причина – это то, что добывать ее шерсть трудновато, ведь законом запрещено убивать этих животных, а они плохо приручаются. Это животное редкое и живет в труднодоступных регионах Анд. Немаловажен и тот факт, что остригать викунью можно только в условиях ее обитания. Животных нельзя одомашнивать. То есть они, конечно, выживут и даже будут давать столько же шерсти, сколько и в дикой природе. Но свойства шерсть одомашненных животных утратит. Еще одна причина высокой стоимости заключается в том, что для производства достаточного количества шерсти для одного пальто требуется около 40 викуней. Полоска шерсти, что весит всего 100 граммов, будет стоить 65 тысяч рублей. Носки из ее шерсти будут стоить как подержанный автомобиль. Шуба из викуньи имеет просто заоблачную стоимость. Это дороже, чем многокомнатная квартира в центре Москвы. Для начала производства такой тонкой шерсти нужно сделать первый шаг – это захватить стадо викуньи. Для ловли и стрижки викуней придуман сложный ритуал, который на местном языке называется чаку. Суть заключается в том, что диких животных гонят в загон, стригут и выпускают на волю. Это задача целого рода, а не отдельных людей. В отлове участвует вся община. Викуньи – невероятно быстрые бегуны и мастера побега. Также известно, что они морили себя голодом в случае успешного захвата. По этой причине викуней обычно держат в течение очень короткого периода времени, прежде чем их стригут и выпускают обратно в дикую природу. Скотоводческая община начинает готовиться к отлову за месяц. Для этого они наблюдают за стадом и отслеживают его передвижение. Пастухи должны спланировать, как правильно организовать захват стада, чтобы викуньи перемещались к временному ограждению. День у так называемых комунерос начинается с традиционной церемонии. Они делают подношения Пачамаме, матери земле, а потом появляется группа мотоциклистов. Без мотоциклистов загнать викуньи не получится.
Рев около 70 мотоциклов нарушает тишину продуваемой ветрами Андской равнины. Мотоциклы идеально подходят для плоского безлесного пейзажа обширного плато Боливии. С мотоциклами иногда случаются поломки. Обычно ремонт обходится от 30 до 50 долларов, а если сломался двигатель, то ремонт будет стоить почти 300 долларов. Но без мотоциклов обойтись невозможно. Мотоциклисты сначала сгоняют пугливых викуней в стадо, а затем животных окружают человеческим кордоном и загоняют в импровизированные загоны, сделанные из палок и сетки высотой почти 3 метра, где викуней держат около 5 часов, прежде чем их выпускают. Загоны нужны, чтобы эти проворные животные не прыгали и не убегали. Местные жители выходят на рассвете, окружают викуней на холме и ведут их к загону. Крестьяне идут медленно и поднимают руки, чтобы согнать животных с холма. Все тепло одеты из-за низких температур и сильного андского ветра. Они в шляпах, чтобы защитить себя от палящего солнца. Участвуют мужчины и женщины, одетые в широкие юбки, а некоторые с детьми на спине, привязанные к красочному традиционному одеялу. Собрать викуней в стадо – это самая сложная часть работы, потому что животные разбросаны по большой территории. Даже когда они окружены, загнать их в загон непросто. Они стараются убежать, и по сравнению с альпакой это сильные животные. Иногда они даже могут поранить человека. Как только викуньи захвачены, их начинают остригать. Внутри загона 2 члена общины держат викунью на брезенте, лежащем на земле, а техник быстро стрижет ее с помощью машины, подключенной к портативному генератору. Подходящий для сбора мех должен быть длиной не менее 2,5 см. Если повезет, они могут собрать до 40 кг шерсти в день. Шерсть каждого экземпляра помещают в индивидуальный полиэтиленовый пакет. Как только светло-коричневое животное пострижено, его выпускают из загона, и оно мчится обратно в гору. Эта работа повторяется в каждом сообществе. Для организации выпаса и сохранения викуньи в поселениях пастухов созданы управляющие советы. В них выбирают авторитетных людей в своей провинции. Держать стадо животных очень важно, потому что разведение верблюдовых, таких как альпаки и викуньи, является основным источником заработка для местных жителей. В этом регионе они зарабатывают на жизнь только разведением верблюдовых, потому что на такой высоте просто ничего не растет. Необработанная шерсть викуньи стоит от 300 до 500 долларов за килограмм. Работа по стрижке викуньи занимает 1-2 недели. Каждое сообщество может заработать за сезон от 750 до 1100 долларов, в зависимости от количества собранной шерсти. Прибыль делится между всеми членами сообщества, и это очень помогает. В отличие от альпак, викуньи не могут быть одомашнены, и их гораздо труднее приручить. Но хорошая новость заключается в том, что численность стад в провинциях, расположенных в районе Апалабамба южноамериканских Анд, постоянно растет. Так, если по состоянию на 2019 год численность викуньи в провинциях Апалабамба составляла более 12 тысяч особей, то по оценкам аграриев на сегодняшний день стадо выросло на 9%. И это поразительное число, потому что в какой-то момент в этом регионе оставалось всего около 65 викуней. Они были официально классифицированы как находящиеся под угрозой исчезновения. Признавая, что это культурно значимое животное находится в серьезной опасности, правительства Перу, Чили и других южноамериканских стран приняли меры для предотвращения его исчезновения. Торговля шерстью викуньи была запрещена, но сегодня этот запрет снят.
Теперь у членов сообществ есть технические консультанты и ветеринары, присланные Министерством сельского хозяйства и региональными правительствами. Технические менеджеры наблюдают за 18 различными сообществами в провинциях, где пасутся викуньи. Они следят за тем, чтобы сообщества были оснащены всеми необходимыми механическими инструментами для стрижки шерсти. До 2019 года большинство общин осуществляли стрижку ножницами, что занимало много времени. Однако в некоторых горных районах все еще есть общины, использующие ножницы, потому что менеджерам нет возможности доставить туда генераторы энергии. Вместе с тем, из команды менеджеров на стрижку в каждое сообщество всегда отправляется по одному опытному и хорошо обученному стригалю, который помогает обеспечить высочайшее качество продукции и безопасность викуньи. Кроме того, они следят за правильным обращением с животными. Заботясь о благополучии, викунью запрещено хватать за хвост и уши. Это очень нежное животное, потому как викуньи дикие, их можно случайно ранить или заразить какой-нибудь болезнью, так как они не привиты. Все эти меры позволяют стригалям получать лучшую цену за свою продукцию. Производители шерсти предлагают 3 вида волокна, в основном для европейских рынков. Это сырое волокно, очищенное волокно и волокно с предварительной обработкой. Предварительно прочесанное волокно увеличивает первоначальную стоимость продукции на 25%. Этот процесс, требующий ручного труда по удалению щетины из собранной шерсти. Такая работа по обработке шерсти, собранной с 1 или 2 животных, занимает полный рабочий день. Жители не теряют надежды увидеть больше индустриализации производства шерсти викуньи в будущем. А сейчас это финальный этап, который многие жители Апалабамба вряд ли когда-либо увидят. Более 90% этого волокна направляется в Италию, где из него будут прясть дизайнерские ткани на фирме Loro Piana. Всего один шарф, сделанный из шерсти викуньи от Loro Piana, продается примерно за 4500 евро. Из-за своей легендарной мягкости шерсть викуньи пользуется большим спросом и продается по высокой цене, а это означает, что ее статус ткани излюбленной элитой не изменился со времен падения империи инков. Однако соседние ремесленники, которые изготавливают одежду, хотели, чтобы шерсть викуньи как можно больше доставалась местным производителям. Шерсть викуньи закупается за счет государства и распределяется между не менее чем 10 мастерами, которые могут переработать только 2 или 3 килограмма в день. Для производителя на изготовление свитера из шерсти викуньи уходит столько же трудозатрат, как и на производство свитера из альпаки, но он может заработать от продажи изделий из викуньи гораздо больше. Однако, по словам производителей, государство не поставляет им достаточно сырья, чтобы они могли получать значительную прибыль. Поэтому, чтобы заготовить достаточно материала для работы, некоторые ремесленники обращаются к черному рынку. Однако южноамериканские государства борются с этим. Для этого введены специальные разрешения для всех, кто продает и производит изделия из шерсти этих животных. Такие сертификаты гарантируют, что шерсть была получена с живых викуней. Без такого разрешения любая сделка купли-продажи является незаконной. Утверждена и специальная маркировка для изделий из викуний. Заметили ли вы, что все изделия из викуньи одного цвета? Он так и называется – цвет викуньи. Этот материал настолько нежный, что окрасить его, не повредив, можно всего в несколько цветов. Разнообразить палитру можно только за счет разных оттенков шерсти самих животных. Поэтому шерсть викуньи никогда не окрашивают в другие цвета, так как при этом она потеряет свои неповторимые свойства. Все изделия из шерсти викуньи всегда представлены в натуральном коричнево-золотистом цвете, что придает модной одежде еще больше благородства. Даже самые крупные производители шьют не больше 100 изделий из викуньи в год. Их цена огромна. Как уже было сказано, стоимость одной вещи начинается от $30 000. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!